Мир полон гигантских существ, но некоторые из них настолько огромны, что в них почти невозможно поверить. От черепахи размером с автомобиль до волка величиной с медведя этих настоящих рекордсменов действительно удалось заснять на камеру. Некоторые из них – живые легенды, а другие – остатки доисторического прошлого, раздвигающие границы возможного. Но как только кажется, что вы видели все, природа преподносит новый сюрприз. Акула больше лодки, змея длиннее автобуса. Приготовьтесь, эти 15 аномально крупных животных оставят вас без слов. Представьте, что вы наткнулись на черепаху настолько огромную, что она выглядит как доисторический артефакт. Именно это и произошло, когда исследователи обнаружили гигантскую кожистую морскую черепаху, выброшенную на берег. Это была не просто черепаха. Этого гиганта оценили в более чем 900 килограммов, а длина от головы до хвоста составляла почти 3 метра. Кожистые черепахи и так являются самыми крупными черепахами на Земле. Но эта особь превзошла все, что когда-либо фиксировали ученые. Обычно эти морские гиганты достигают максимум 6-7 футов, но этот экземпляр полностью разрушил все ожидания. На ее панцире были шрамы, вероятно, от встречи с глубоководными хищниками или даже рыболовными сетями, что намекает на невероятную жизнь под волнами. Еще более удивительно то, что кожистые черепахи существуют уже более 100 миллионов лет, пережив массовые вымирания, которые уничтожили динозавров. Увидеть черепаху такого размера заставило задуматься, а не скрываются ли еще более крупные особи в неизведанных глубинах океана. А если уж говорить о существах, которые будто бы принадлежат другой эпохе, давайте обсудим невероятно огромного волка, который ошеломил ученых. Волки и так внушают страх как хищники, но представьте, что вы столкнулись лицом к лицу с волком размером со взрослого гризли. В отдаленной глуши Аляски охотник заснял на видео поразительного серого волка-рекордсмена, длина которого от носа до хвоста превышала 2 метра, а вес – невероятные более 90 килограммов. Для сравнения, большинство серых волков достигают максимум 45-55 килограммов, так что этот экземпляр был почти вдвое крупнее среднего. Когда биологи изучили эти кадры, они подтвердили, что это один из самых крупных волков, когда-либо зафиксированных в современной истории. Некоторые предположили, что этот волк может быть потомком вымершего страшного волка, хищника ледникового периода, который обитал в Северной Америке и был значительно крупнее современных волков. Хотя эту теорию опровергли, находка доказала, что гигантские волки все еще существуют сегодня, скрываясь в глухих лесах. Но если вас поразил волк длиной более 2 метров, подождите, пока не увидите орла с размахом крыльев больше человеческого роста. Орлы и так считаются величественными птицами, но один, заснятый на камеру в Аргентине, поверг людей в полное изумление. Это был необычный орел. Это был гарпийский орел, один из самых мощных хищных птиц в мире. Что же в нем было поразительного? Размах его крыльев составлял почти 2,5 метра, что делает его одним из самых крупных орлов, когда-либо зафиксированных. Когда появились кадры этой птицы, сидящей на ветке дерева, люди приняли ее за человека в костюме. Настолько огромной она оказалась. Ее когти были размером с когти гризли и с легкостью могли вырывать из деревьев взрослых обезьян. Гарпийские орлы и так редки, но этот экземпляр был просто вне конкуренции. Эксперты считают, что орел смог достичь таких гигантских размеров благодаря изобилию добычи и отсутствию конкурентов на своей территории. Крупные птицы в дикой природе напоминают, природа способна удивлять. О неожиданных гигантах рыбаки поймали чудовище. Все началось как обычная рыбалка на реке Меконг, но то, что рыбаки вытащили из воды, было далеко не обычным уловом. После изнурительной 2-часовой борьбы им, наконец, удалось вытащить самовесом более 600 фунтов и длиной свыше 9 футов. Это новый рекорд самого крупного пресноводного улова в истории. Это был гигантский сом Меконга, вид, который и так славится своими огромными размерами. Но этот экземпляр был просто на другом уровне, с пастью достаточно широкой, чтобы проглотить баскетбольный мяч целиком. Одно только его присутствие повергло даже бывалых рыбаков в шок. Биологи, осматривавшие рыбу, были потрясены. Ей было несколько десятков лет, а она годами избегала хищников и рыболовных сетей. К сожалению, из-за разрушения среды обитания и чрезмерного вылова такие крупные самы становятся невероятно редкими. Давайте поговорим о льве, настолько огромном, что он изменил представление о возможном.
Львов часто называют королями джунглей, но один конкретный лев оправдал этот титул как никто другой. В 1930-х годах охотники в Южной Африке столкнулись со львом, который был настолько велик, что казался нереальным. Когда им, наконец, удалось взвесить этого зверя, весы показали ошеломляющие 690 фунтов, что сделало его самым тяжелым львом из когда-либо зарегистрированных. Для сравнения, средний самец льва весит от 300 до 400 фунтов, а значит, этот был почти вдвое больше обычного размера. Но шокировало не только его вес. У этого льва была огромная темная грива, которая делала его еще более внушительным. Исследователи считают, что у этого льва был доступ к изобилию добычи, что позволило ему вырасти за пределы обычных размеров. Некоторые предполагают, что если бы он остался в дикой природе, мог бы вырасти больше. Но если вы думаете, что лев весом 690 фунтов впечатляет, подождите, пока не услышите о гигантском кальмаре, который появился, где не ожидали. Океан полон тайн, но мало что может сравниться по ужасу с колоссальным кальмаром. Десятилетиями ученые спорили, существуют ли настоящие гигантские кальмары, или это всего лишь мифы, пока один из них не выбросился на берег в Новой Зеландии, настолько огромный, что исследователи были потрясены. Этот колоссальный кальмар был длиной более 40 футов и весил почти 1100 фунтов. Это длиннее, чем школьный автобус, и тяжелее, чем рояль. Его щупальца были усеяны крючьями, а глаза были размером с обеденную тарелку, что позволяло ему охотиться в кромешной тьме океанских глубин. Еще более тревожит то, что эксперты считают, где-то там, в глубоких впадинах, куда не добрались камеры, все еще скрываются кальмары еще большего размера. И если этот экземпляр достиг таких гигантских размеров, кто может сказать, что где-то не ждет своего открытия кальмар вдвое больше? А если уж говорить о рекордных гигантах, подождите, пока не услышите о лошади, настолько высокой, что обычные жеребцы рядом с ней казались крошечными. Большинство людей видели крупных лошадей, но ни одна из них не сравнится с Биг Джейком, самой высокой лошадью в истории. Этот бельгийский тяжеловоз был поразительно высок, 6 футов 10 дюймов в холке и весил более 2500 фунтов. Он буквально был размером с Клайдсдейла на стероидах. Огромные размеры Биг Джейка сделали его знаменитостью, но его добрый характер сделал его по-настоящему легендарным. Владельцам пришлось строить для него специальные стойла и укреплять заборы, потому что обычные ограждения не могли сдержать лошадь такой массы. Даже взрослые мужчины выглядели рядом с ним как дети. Удивительно, но несмотря на свой огромный рост, Биг Джейк не был перекормлен. Его размеры были исключительно результатом генетики, доказывая, что некоторые лошади просто рождены быть гигантами. Но если вы думаете, что лошадь почти в 2 метра ростом, это впечатляюще. Подождите, пока не увидите краба, который с легкостью может дотянуться до вашей ноги. Представьте, что вы идете по морскому дну и вдруг видите, как к вам подбираются гигантские тонкие ноги. Именно это испытали дайверы, когда столкнулись с самым крупным японским крабом-пауком из когда-либо зарегистрированных. С размахом ног более 3,5 метров, этот чудовищный краб выглядел так, будто сошел с экрана фильма ужасов. Чтобы вы понимали масштаб, его ноги были шире, чем кровать размера King Size. Но несмотря на свой пугающий вид, японский краб-паук на самом деле совсем не агрессивен. Он просто бродит по морскому дну в поисках пищи. Еще более поразительно то, что эти крабы могут жить более 100 лет, а значит, некоторые из самых крупных особей, живущих сегодня, могли ползать по дну, когда затонул Титаник. Но если глубоководные существа могут вырастать до рекордных размеров, представьте, что будет, если аллигатор окажется гораздо больше, чем кто-либо ожидал. Флорида привыкла к аллигаторам, но в 2015 охотники наткнулись на монстра. Когда им удалось его повалить и измерить, результаты ошеломили. Чудовище было длиннее 4,5 метров и весило более 450 килограммов. Большинство аллигаторов достигают максимум 3,5-3,7 метра, а этот был особенным. Еще страшнее то, что его огромная пасть была утыкана острыми, как бритва, зубами, и биологи предположили, что он мог с легкостью дробить кости одним укусом. Что еще безумнее, некоторые эксперты считают, что в глубине болот, вдали от людей, могут скрываться аллигаторы еще большего размера. И если этот смог так долго оставаться незамеченным, то сколько же еще таких существует? А раз уж мы заговорили о неожиданно огромных животных, давайте поговорим о лосе, который был настолько огромен, что даже грузовики казались рядом с ним маленькими. Лоси и так одни из самых крупных наземных животных в Северной Америке,
Но один конкретный алмазский лось-бык попал в заголовки новостей, когда его засняли на камеру стоящим выше внедорожника. Этот гигантский лось был почти 3 метра в холке. И это не считая его огромных рогов, которые размахивались более чем на 2 метра. Когда эти кадры впервые появились, многие подумали, что это подделка, но биологи подтвердили, что это было настоящее живое животное. Чтобы вы понимали масштаб, этот лось мог бы спокойно смотреть гризли прямо в глаза. С его гигантским телом и огромными рогами он напоминал вышедшего из ледникового периода. И если лоси вырастают до таких невероятных размеров, представьте, какими огромными другие хищники. Подождите, пока не увидите самого большого крокодила. Крокодилы и так уже считаются устрашающими хищниками, но ни один из них не сравнится по размерам с монстром по имени Лалонг. Этот морской крокодил, пойманный на Филиппинах в 2011 году, достиг невероятной длины 7 метров, а весил более 1040 килограммов, что сделало его самым крупным крокодилом, официально зарегистрированным в истории. Лалонг был настолько огромным, что когда жители деревни впервые его увидели, они подумали, что это бревно, плывущее по воде, пока не заметили, как оно двинулось. Понадобилось более 100 человек, чтобы вытащить этого зверя из реки, и когда им наконец удалось его измерить, эксперты были потрясены. Годами ходили слухи о крокодилах таких размеров, но никто никогда не видел их так близко. А что самое поразительное? Некоторые местные жители утверждают, что видели более крупных крокодилов, скрывающихся в отдаленных водоемах. Лалонг не самый большой. А если возможен крокодил таких размеров, а скажите, что он живой на Ло? Реки – не то место, где обычно ожидаешь встретить чудовищных существ, но именно там рыбаки в Камбодже поймали самого большого пресноводного ската, когда-либо зарегистрированного. Этот гигант весил почти 300 килограммов и был более 14 метров в длину от носа до хвоста. Когда рыбаки впервые почувствовали тяжесть на своей леске, они подумали, что зацепились за затонувшее бревно, пока существо не начало двигаться. Скат был настолько огромным, что понадобилось несколько человек, чтобы вытащить его на берег. Еще более поразительно то, что этот вид может вырастать еще больше. Некоторые исследователи считают, что в глубоких реках могут скрываться скаты длиной более 4,5 метров, которых люди никогда не видели. А если уж говорить о рекордных существах, давайте поговорим о змее такой длины, что ученые просто не могли поверить своим глазам. Для многих людей змеи и так существа из кошмаров. А теперь представьте, что вы встретили змею длиной более 9 метров. Это произошло в Малайзии, когда рабочие на стройке обнаружили самую длинную сетчатую питона. Эта змея достигала ошеломляющей длины в 9,75 метра, длиннее школьного автобуса. Настолько огромной, что понадобилось несколько человек поднять ее. Сетчатые питоны известны своими невероятными размерами, но этот экземпляр побил все рекорды. Поразительно, питоны никогда не перестают расти, а значит, проживи эта змея дольше, она стала бы еще больше. Эксперты считают, в дикой природе могут скрываться питоны длиннее, прячущиеся глубоко в джунглях, куда человек почти не заглядывает. Но если вы думаете, что змея длиной более 9 метров, это страшно, подождите, пока не увидите акулу таких размеров. Акул всегда боялись, но одна рекордная большая белая акула подняла этот страх на совершенно новый уровень. В 2015 году исследователи на острове Гваделупе в Мексике засняли на видео большую белую акулу длиной 6 метров, которую позже прозвали Deep Blue. Этот огромный хищник был не только длинным, но и невероятно массивным. Его вес оценивался примерно в 2,3 тонны. Для сравнения, большинство больших белых акул достигают максимум 4,5 метров, так что Deep Blue – настоящий гигант. И что жутко, Deep Blue была не единственной точкой. Ученые считают, что в океане до сих пор могут обитать крупные акулы. Возможно, потомки доисторического мегалодона, скрывающиеся в глубоких водах, куда редко ступает нога человека. А если такие огромные акулы существуют и сегодня? Представьте, какими большими были медведи в прошлом. Кстати, о медведях. Давайте поговорим о самом крупном медведе, ходившем по земле. Медведи и так считаются одними из самых мощных наземных хищников, но ни один из них не сравнится с южноамериканским короткомордым медведем,
Самым крупным видом медведей в истории этот доисторический гигант вставал на задние лапы до невероятных 3,6 метров и весил более 1,1 тонны, что делало его больше современного белого медведя. Окаменелости показывают, что у этого медведя-монстра были длинные конечности, благодаря которым он бегал быстрее любого современного медведя, что делало его одним из главных хищников своего времени. Некоторые ученые даже считают, что он с легкостью мог справиться со взрослым бизоном. Хотя короткомордый медведь давно вымер, некоторые исследователи предполагают, что в густых лесах Северной Америки все еще могут обитать огромные, неоткрытые виды медведей. Может ли где-то там до сих пор существовать нечто еще большее, чем этот доисторический гигант? Если эти гиганты чему-то и учат, так это тому, что природа полна сюрпризов. Но главный вопрос, что еще скрывается там, за пределами нашего знания. Может быть, где-то есть еще крупный крокодил, длинная змея или неоткрытый зверь, который ждет, чтобы нашли. Мир огромен, и если судить по этим существам, возможно, мы еще не видели самых больших. Подписывайтесь на канал, и до скорой встречи!